Всем привет, жители Ютуба, Рутуба и разного рода соцсетей. Сегодня у меня на обзоре будет вот такой вот аккумуляторный культиватор от бренда Йофидра. Вот такой вот в разборе приходит. Значит, все, буквально все элементы упакованы в пупырчатые вот эти антистрессовые пакетики. И все приехало в картонной такой великоватой коробке. Поэтому, как сами понимаете, сюда на стол я все это не вместил. И решил все это дело сразу достать и показать как бы вам. Значит, что у нас есть по комплекту. По комплекту две вот такие вот фрезы. Соответственно, правая, левая. Блок зарядки со следующей информацией. Значит, 18-21 вольт. И, я так понимаю, 1 макс это 1 ампер ток. То есть зарядочка штырковая, есть индикатор. Собственно говоря, сам культиватор, состоящий, видите, из трех таких вот палок, которые надо, соответственно, между собой скрутить. Есть вот такая рукоятка. Друзья, потом пойдем на улицу, все это дело постараюсь при вас собрать, скрутить и, соответственно, опробовать. Пока, опять же, по комплекту два вот таких вот фиксатора. Надеюсь, вы понимаете прекрасно. Ставим вот эту фрезу и блокируем, фиксируем все этим вот фиксаторчиком. Все просто, надежно и аккуратно. Значит, и два аккумулятора в комплекте. На аккумуляторах нет никакой буквально информации, насколько он ампер. По виду как четверочка двухрядочка. Вот. Кручу, верчу, обмануть хочу, да. Полностью заряжен. Индикатор зарядки есть. Значит, площадка у нас типа а-ля Makita. Вот, может заряжаться как, соответственно, комплектной штырковой зарядкой, так и зарядкой салазкового типа. Конечно же, в комплекте два аккумулятора. Один аккумулятор, друзья, я предварительно разобрал. Ну и все у нас было заклеено вот таким вот тоненьким поролончиком. Ну, короче, мягкая фигня на двухстороннем скотче, дабы наш аккумулятор там не телепался внутри корпуса. Что мы видим здесь? Обрубок БМС. Вот. Но на обрубке у нас стоит 3 мосфетика, и как бы на этом все. Датчика температуры, друзья, я искал, не нашел, поэтому, видимо, здесь каких-то там защит и не будет. Вот, но опять же, цена была хорошая на эту штуку, и эти аккумуляторы, я считаю, просто как шли в подарок. И сюда смотрим. Опять же, аккумуляторы, вот этот CJ 18650, 1500 миллиампер. Друзья, не буду я делать соответственно, тянуть время. Тест емкости, просто в этом никакого смысла нету. У многих из нас, из вас и из них даже, да, есть хорошие аккумуляторы для такого инструмента, поэтому запасаемся хорошими аккумуляторами и, в принципе, работаем. Хотя по отзывам и люди на этих аккумуляторах прекрасно работают данным инструментом. Ну, я пока ничего сказать не могу. Немножко надо будет потестировать, поэкспериментировать и, конечно же, посмотрим. Пока я хочу для вас, кому интересно, просто напомнить и показать, какое у нас внутреннее сопротивление здесь. Соответственно, на ячейках. Ну и опять же посмотрим общее внутреннее сопротивление. Итак, погнали. Становлюсь на запаянные силовые контакты. Вот эти вот. 50 миллиом, 50,5 миллиом. 20,37 вольта. Напряжение давайте померяем на силовых контактах выходных и, соответственно, сопротивление. 56,8 миллиом, то есть на 7 буквально миллиом увеличилось сопротивление и напряжение осталось прежним. Поэтому измеряем емкость параллелей. Погнали. Буду стараться измерять вот где-то посередине ламельки. Кстати, не показал вам, как все это дело сварено-приварено. Не особо плохо. Все держится. Конечно же, нет картонных изоляторов, за что минус. Ну, а так вот, такой вот дешманский аккумуляторчик. Которых, напоминаю, в комплекте аж 2. Поэтому смотрим сопротивление параллелей. А мы имеем 9,65 миллиом, 4,07 вольта. Ну, 9,65, будем говорить 9 миллиом за минусом, соответственно, сопротивление ламелей. И мы получаем 18 миллиом на один элемент, на одну ячейку. Следующая параллель 9,65, 4,07. Следующая параллель 9,57, 4,07. Напряжение, соответственно, 9,47, 46, 4,07.
И крайняя пятая параллель у нас получается, что... Так, промазал, как всегда промазал. Вот так. Получается 9,39, 4,07 вольта. Обратите внимание, насколько точно сбалансированы вот эти ячейки. Не знаю, что будет и как в будущем. Вот, по крайней мере, у меня такие аккумуляторы на этих вот CJ работают по сей день, которые приходили там с каким-то инструментом. Конечно же, только отдача у них маленькая, не такая, как у тех же TPCL, либо оригинальных, либо самосборных аккумуляторов на каких-то там крутых элементах. Но опять же, техника работает и на этих аккумуляторах без особых проблем. Конечно, техника та работает, которая потребляет не такой большой ток. С этим разобрались. Теперь давайте я хочу подключить аккумулятор. Ну, сами понимаете, взвесить я тут вам ничего особо не смогу. Если только я смогу свесить, давайте аккумулятор покажу. Вдруг кому-то интересно. 588 грамм. Все, померили, измерили. Больше я на весы ничего не положу. И осталось нам измерить. Я очень хочу проверить, сколько же здесь, друзья, оборотов. Хотя, в принципе-то, как бы это и не столь важно. Поэтому берем мой вот такой вот диск, одеваем на краюшек. Вам, наверное, видно. Включаем лазерный тахометр и врубаем тест. Так, аккумулятор я не подключил. И давайте смотреть. Поехали тестировать. Наверное, вот так. Ну, будем говорить 250 оборотов в минуту. Давайте еще повторный тестик забацаем. Повторный тест показал все те же значения. Так, друзья, все померили, измерили. Ничего, тут, извините, штангеном мерить не буду, наверное. Хотя не знаю, что внутри. Сейчас разбираем, смотрим. И что да как здесь устроено. Друзья, вот эту часть редуктора я разберу. Эту часть, извините, не буду. Значит, что у нас здесь? Здесь есть рукоятка. Позже вы это все посмотрите. Есть индикатор заряда аккумулятора. Показывает 100%. Внутри на клавише установлен обыкновенный микрик. И как бы на этом все. Больше тут никакой полезной информации нам с вами, наверное, и не будет. Опять же, прикручена труба. Внутри трубы идет, соответственно, два провода на движок. Я так понимаю. Ну, а мы сейчас разберем и посмотрим. Итак, друзья, все это дело я раскрутил. Вот такая вот кучка винтов. Уже количество их не считал. Под шлиц крестик. Имейте это в виду. Вскрываем, смотрим. Хоп. Пластик такой тяжеленький, да, и смотрите, какие толстые здесь внутри ребра. То есть по данному пластику у меня даже с первого взгляда никаких там претензий и проблем не вызывает. То есть очень крепкий пластик. Это замечательно, клянусь богом. Ну а здесь все, видите, сколько, как говорится, стоило, так все здесь и собрано. Движок, как мы видим сразу, что щеточный, правильно. Ну вот идет два провода плюс и минус, и как бы все. Поэтому давайте смотреть. Движок поднимается легко. Подшипник. Широкая шестерня. А почему она такая широкая? Или здесь две? Нет, одна шестеренка. Просто широкая шестерня. Непонятно зачем и почему. Так как, смотрите, у нас работает только ее половинка. Так, вот такой редуктор. Поднесу я, наверное, вам продемонстрирую модель движка. Я надеюсь, друзья, вы как-то там это все дело сможете прочесть. Я публикую вот так, поверчу, покручу, чтобы вы как-то все это дело прочли. Надеюсь, увидели, успели. Так, что у нас с редуктором? Редуктор не снимается. Ага, смотрите, по часам немножко проворачиваем. Вот так, чуть-чуть, буквально пару градусов. И мы с вами открываем редуктор. Вот такая вот шестеренка на движке. Дальше смотрим. Ну, шестеренку вы это уже видели. Вот такая вот широкая. Опять же непонятно, так как работает только ее половинка. Подшипник. Так, и будем пробовать с вами разобрать редуктор. Ага, можем валом вытолкнуть. И давайте посмотрим. О, чик. У нас один ряд шестеренок здесь. Выглядит все это следующим образом. Так,
шайба. Закрываю все это дело и пробую. Так, шайба мешает, конечно. Блин, все посваливалось. Так, одеваем на место. Ну, короче, вот такие вот шестереночки. Малюпахи. Как же мне достать весь редуктор-то? Наверное, как-то так. Хоп. Здесь у нас все выглядит следующим образом. Видите, на валу есть вот такой вот шлиц. Давайте снимать вот эту часть. И мы получаем что, друзья? Мы получаем двухрядный подшипник. То есть здесь у нас 4 звезды, одна центровочная, с той стороны 3 звезды. Центровочной звездой является приводная звезда, которая находится, собственно говоря, на самом двигателе. Правильно? Правильно. О, вот как это работает. Так, собираем все на место в обратном порядке. Это все я пока сюда положу, а мы с вами попытаемся вытянуть вал. Да, вал легко выходит. Вот так вот все это дело у нас выглядит. Здесь у нас запрессована металлическая втулка. Все по фэншую просто как бы и надежно. Ну, по надежности, конечно же, покажет время. А так, в принципе, как бы ничего сложного нету. Ну что, и я пытаюсь собрать все это дело как бы на место, да. Да, попал шлиц. Сейчас мы с вами, блин, я в эту смазку влез, ну да ладно. Сейчас попытаемся поставить на место движок. Опа. Оп. И обратно против часов фиксируем. Все, видите, у нас не снимается. Так, кладем сюда пока и вытягиваем вот этот вот вал. Опа, видите, подшипники здесь очень легко и просто одеваются. То есть допуски посадки здесь в минусе. И вот что мы видим. Такое вот большое зубчатое колесо косозубое, двухстороннее. Сразу, друзья, мне пришло на ум, что у нас, когда слижется одна сторона, мы эту шестеренку сможем перевернуть. Вот эту шестеренку тоже, конечно же, сможем перевернуть. И у нас получится как бы новая пара. Но присмотрелся, и смотрите, она у нас несимметричная. Поэтому сейчас я вам ничего по данному вопросу не скажу. Вот придет, если вдруг придет время, тогда будем что-то тут смотреть и химичить, как ее перевернуть. Потому что больше я не вижу. То есть шестеренка сидит тоже у нас на стопорном кольце. Здесь тоже упорное стопорное кольцо. Вот, чтобы подшипник дальше не зашел. И все, посадки. Вот подшипник входит в свое гнездо. Этот в верхнюю крышку. И как бы все. Сразу я думал, что сюда будет поступать земля. Но подшипники вроде бы сидят плотно там в гнездах. И по идее земля должна упереться в этот подшипник закрытого типа и не попасть вот сюда вот внутрь этого редуктора. Думаю, друзья, с этим все понятно. Поэтому переходим на улицу уже, наверное, завтра. При вас я все это дело скручу и опробуем на почве. На почве, которая вот после зимы отдыхала, уплотнилась, конечно же, всеми этими дождями и снегами. Вот, не паханая. И попробуем немножко ее взрыхлить. Вышли на улицу, как и обещал. Решила показать вам коробку, в которой все это приехало. Значит, коробочка у нас имеет вот такие вот габаритные размеры. Надеюсь, прочитаете, хоть оно и кверху ногами, да. Все было переложено вспененным полиэтиленом. И все было упаковано вот в таких вот, каждый элемент в таких вот пакетиках антистресс. Так, сейчас с вами, значит, собираем все это вот в кучу. Покажу, как и что. Две гаечки у нас плавающие. Потом есть выступ, зубчик. И вот такой вот пазик. Это все дело надо составить. Придерживать, чтобы все это не уплыло. И накрутить вот эту вот гаечку. Все, накрутили до упора, у нас одна часть собрана. То же самое, друзья, у нас и со второй частью. Вот такой вот зубчик, пазик. С двух сторон это все дело. Ой, 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 тяжело.
Ну и вот так вот состыковывается, и накручиваем гаечку. Вот так, наверное, будет удобней. Ну и получили вот такую вот вещицу. Вот так, наверное, все войдет в кадр. Надеюсь, вам видно, как и что. Далее берем колеса наши. В каждом колесе есть отверстие. Отверстие должно быть, друзья, надеюсь, видно, с наружной стороны. Одеваем на вал. Совмещаем с отверстием в валу. Берем колечко. Вставляем кольцо. Видите, не совместил. Ну вот как-то так, наверное. Вставляем колечко и просто его сюда загибаем. Вот таким вот образом. То же самое и со второй стороной. Направления фрез абсолютно никакого нету, поэтому левая, правая абсолютно по барабану. Совместили, колечко сюда, штифт вот этот вот опять не совместили, убегает куда-то. Штифтик одели, кольцо загнули, то есть вот такая вот вещица. Ну а теперь пойдем пробовать, как это все дело будет работать. Ну и конечно же рукоятка. Здесь такая вот барашка, откручиваем побольше. И регулируем, как вам удобно, по высоте. Что у нас по регулировке? Вот она может и так ложиться. И вот раз положение, 3 положения, грубо. И это просто лежачее. Ну, я пока так попробую. Посмотрим, как что у нас будет работать. Ну, у нас коробка пуста. Есть, кстати, 2 инструкции какие-то еще в коробочке. Все буквально на английском языке. Надеюсь, видно. Ну и здесь какая-то бумаженция. То есть вот как-то так все это выглядит. Ну и опять же, вот такой вот кучей все это было переложено. Столько вот этих вот перекладов разных. То есть упаковано более-менее нормально. Ну что ж, поехали. Посмотрим, на что этот агрегат способен. А вы способ знаете? Да какой тут способ? Дело не хитрое. Значит, народ, что? Набаловался я с этой штукой. Штука, я вам хочу сказать, просто изумительно и классно работает. Просто обалденно. Не знаю, что и как будет дальше, но работает она реально отлично. Значит, смотрите. Здесь и здесь у нас земля после зимы отдохнувшая. Ну, никто ее не трогал, да? А вот здесь вот прямо, где я стою, если вам видно, втоптанная тропинка. То есть по этой тропинке я носил деревья, ветки деревьев в кучу, ну и сжигал после обрезки сада. Поэтому давайте смотреть вот здесь на мягкой земле, что получается. И потом попробуем вот эту вот землю, где она уже притоптанная. Если вам видно, здесь есть такие вот сорнячки проросшие. Ну и погнали. Вот, пару секунд, и такой участок уже у меня взрыхлен. Причем взрыхлен, видите, в пух и прах. Ну а теперь попробуем здесь, где у нас вот немножко тропинка притоптана. Не обращайте внимания, что я в белых кроссовках снимаю видео на огороде. Это просто видео, друзья, в кроссовках я не работаю. Чего вы разволновались-то? Успокойтесь, дышите полной грудью. Так, погнали. Немножко труднее, но видите, все равно разбивает все в пух и прах. Да, друзья, и смотрите внимательно, потому что попадаются камни на огороде. Вот такие камни, конечно же, могут повредить уже наш инструмент. Поэтому, как только что-то стукнуло,
Смотрим и... Вот, пару секунд и ни одного сорнячка на огороде у меня больше нету. Ну и можно еще немножко здесь. Вот, берем и идем просто. Без лишних телодвижений. Встали в ряд, там, не знаю, картофель, свекла. Поставили машинку и нажали, и повели к себе, допустим. Идем, и культиватор делает свое дело. Здесь уже опять земля спрессованная. На спрессованной земле надо проходить по несколько раз. Значит, смотрите, здесь спрессовано. Я сейчас покажу вам, что получается. Так, секунду. Получаются, друзья, вот такие вот борозды. Надеюсь, вам видно, да? То есть фокус в чем? Ширина редуктора, конечно же, у нас вот ширина редуктора, и вот она не берет. Поэтому, если у вас земля такая вот подпрессованная, сразу проходим так, а потом можем делать вот так. На крест. А если еще раз, то будет еще лучше. И получается вот такая вот пуховая земля. Просто супер класс. Просто класс. Я, честно говоря, не ожидал от этого изделия такой функциональности и помощи. Итак, народ, подведем какие-то итоги. Честно вам скажу, что я не думал, что вот эта малышка на таком маленьком движке, причем в щеточном, может вытворять вот такие вот вещи. Вот хотите верьте, хотите нет, но эта штуковина зачетная. Значит, купил я таких 2 штуки. Одну супруге, одну в подарок теще. Поэтому ссылка, кому интересно, будет в описании. Ее фидра. Ну и вот такая вот классная вещица. Просто замечательная помощница. Или помощник, как его тут назвать. Попробовал я уже тут, наверное, раз 5 или 4 все это дело сделать. То есть я уже сделал, пока снимал видео, ну, до видео пробовал. И сделал тут почти пол-огорода этим всем делом. И смотрите, даже такой аккумулятор комплектный совершенно, друзья, не просел. Что это говорит? Это говорит о том, что энергопотребление вот этого вот моторчика совершенно маленькое. И этого аккумулятора даже комплектного, друзья, хватит нам, не знаю. На мой, наверное, весь огород это точно хватит. Поэтому на сегодня все. Спасибо за внимание. Пока. А что, так можно было, что ли?